Доброе утро, мои дорогие девочки. У нас сегодня пятница, завтра выходной. И это придает настроение и сил. Честно, погода сами видите какая. Вот, но это прекрасно в любом случае. В любом случае жизнь прекрасна. Знаете, еще от погоды, так это точно не стоит портить себе качество жизни. Я уже дома, иду к маме. Она там приготовила какой-то суп. Вот. И сказала, чтобы я пришла и покушала. Потому что мне сейчас нужно ехать. Вот, а я еще приболела себе. В общем, увидела, что суп с рисом, с фрикадельками, с овощами. Уверена, что он вкусный. По крайней мере, он горячий. Очень. Вот. И очень выглядит аппетитно. У меня, кстати, утром какое-то состояние было такое, знаете, не очень, уже подозрительное. Вот. И уже как бы разыгрывается что-то типа простуды. Уже насморк появляется. Ну, потому что я хожу, общаюсь с людьми, и очень многие то болеют, то переболели, то с симптомами с какими-то. Ну, я обычно, к этому нормально расположена, в том плане, что я не прям быстро там, знаете, цепляю там что-то от малейшего там чиха там или дуновения до ветра. Ну, видимо, где-то что-то цепануло. Ну, вообще сейчас все болеют. Вот. И как бы кашель, такой, как спина еще как где-то протянула. Может быть, и сама где-то было жарко. Вот я просто накидывала. Не знаю. Ну, будем надеяться. Я сейчас выпью Наверин, у меня есть противовирусная. Будем надеяться, что дальше сильно не разыграется. Потому что не хочется болеть. Вот. Ну, у нас зато в понедельник выходной. Вот. А это значит, что у нас 3 выходных. Правда, мне очень много нужно чего выучить. Я вот это вот, конечно, каждый день монтирую. Это все минимум занимает 3-4 часа. Я укладываюсь спать в 2. И мне вообще нет времени, если честно, садиться вечером заниматься этим. А времени этому нужно уделять тоже много. Получается, вот так вот хочется видео снимать, мне это сейчас хочется и нравится, вот и получать от этого удовольствие, ну и это дело тоже запускать нельзя, поэтому как-то нужно искать какую-то золотую середину, как-то нужно все успевать. Вот, ну ладно, я сейчас кушаю, обедаю, буду собираться, потому что мне нужно очень быстро выбегать. Вот в первых блюдах есть, конечно, свой кайф, вот особенно когда ты приходишь с улицы, особенно в холодное время суток, приходишь с холода, кушаешь вот этот горячий суп или горячий борщ, такое приятное тепло, такая прям сытость и такой уют, и так по-домашнему, и кажется, что жизнь прекрасна. Вот у меня сейчас такое же ощущение. Вот, и что я хотела вам сказать? Подождите, что-то хотела вам сказать. Хотела сказать, что... Короче, загрузила видео вчера ночью, вот это вот последнее, предыдущее. Все хорошо, все прекрасно. Утром просыпаюсь, авторские права на маленький кусочек, там, где я показывала стол, ну, быстренько наш обед, там, где картошка, селедка, салат, как бы провела по столу, там немножко музыки наложила, вот, и на нее были заявлены авторские права, потому я эту музыку удалила, уже монтировать, уже перемонтировать, уже загружать, удалять уже точно, ну, я не стала, потому что уже там были просмотры, ну, и не такой большой этот участок, поэтому знаете, что там вот эта тишина, это, ну, и вообще, если впредь такое будет, если вот какой-то странный кусочек видео, там, где тихо, и что-то, это явно, что и авторские права были заявлены, и пришлось удалить музыку. Как вообще, почему сразу об этом не уведомить? Ну ладно, в общем, объяснила вам, да и ладно. Все, у меня уже времени нет, нужно собираться и ехать дальше. Что я на себя даже смотрю сейчас, и вообще, конечно, на лицо то, что я все-таки простыла. Я уже на остановке, не знаю, то ли потеплело, то ли это... суп чудодейственный, то ли это я утеплилась. Достала свою такую рабочую толстовочку. Вот. 5 минут мне ждать автобус. Немножко опаздываю, но все как всегда.
Я уже пришла домой, намокла, немножко рукава намокли, вот, потому что шла под зонтом, еще несла в руках, я вам сейчас покажу, девочки, у меня новый житель. Увидела вот всяких там, знаете, заморышей никому не нужных распродавали, вот, и я что-то, знаете, как будто бы он мне подмигнул, честно. Я уже давно хотела себе такой. Ой, вроде бы это как... Вроде бы... Ой, я... Что-то мне надо линзы менять в очках. Сейчас я спрошу чата GPT. Знакомое название, но я... Тераплант. Сейчас. В общем, вот он какой. Красавчик. Сейчас я его прорежу. Вот это все старенькое уже обрежу. Вот, хоть и не рекомендуют цветы только когда принесешь домой, сразу поливать их и там что-то с ними делать, но он такой весь пыльный, он в пыли, мне хочется его немножко напоить, хотя вроде бы как он. Ну, а душик по-любому ему не помешает. Хочу, девочки, объяснить один момент. Села только что, сидела в траме и почитала комментарии. Ой, расстроилась, конечно, очень, потому что думаю, как можно все-таки невзначай, того не хотя, просто взять, внести какие-то недоразумения в отношения, кого-то обидеть, того вообще не хотя, даже не подозревая об этом. По поводу евреев, то, что я сказала по поводу квартиры, что мы снимаем у евреев, и это якобы прозвучало оскорбительно в каком-то контексте. Ну, что я вам хочу сказать, девочки, это, понимаете, я с вами общаюсь как со своими, как знакомыми, и общаюсь с вами на автомате. Вот если бы я здесь сказала, вот, кто живет здесь, в этом регионе, что мы снимаем квартиру у евреев, все бы сразу поняли, что я имею в виду. Здесь огромное комьюнити хасидов. Их здесь просто огромное комьюнити, их там прям целое там поселение, у них там свои магазины, свои школы. Их достаточно здесь количество их проживает. Вот. И все знают, какие они, когда стучишься, не дозвонишься. И они вообще самые большие пофигисты. У них самые маленькие цены на услуги, они люди, которые на них работают очень-очень задешево, понимаете, вот у кого вообще какая-то безысходная ситуация, они просто используют дармовой, считай, рабочий труд, они очень нечистоплотные, они после себя такое оставляют, что везде, что это просто, ну это ладно, у меня вообще к ним нет никакого предвзятого отношения, как к людям, вообще как к нации, ко всему. Здесь просто все знают, что если ты снимаешь квартиру у евреев, это будет минимум удобств, минимум порядка, минимум услуг, коммуникации и всего прочего. Они просто отмораживаются. Вот ты договор заключил, и все. Понимаете, и что бы там у тебя ни случилось, ему вообще все пофиг. Вот здесь у них такие порядки, что когда покупаешь, когда они покупают квартиру, там, дом, я не знаю, подъезд, в этом случае у него весь подъезд ему принадлежит, их фирме принадлежит, то они должны выкачивать вот эту вот канализацию. Здесь яма, здесь не центральная канализация, здесь какая-то, походу, яма. Вот. И эти квартиры, я так поняла, они купили где-то в декабре и сразу же делали типа ремонт, какой там ремонт. Это одно просто название тут, какой ремонт был сделан. Ну, кухню поставил, как бы вот эту все. Вот это с 3 шкафов. И все, больше ничего, собственно. Когда мы заехали, тут был такой срач, девочки, вы бы видели просто. Элементарно висело все грязное, пыльное. Валялись после рабочих, все валялось. Даже никто подмести не удосужился. Ну, это тоже ладно. Но факт того, что эта канализация начала просто течь. Ее никто не выкачивал своевременно. И это хорошо, что у нас внизу гаражи, как вы видели, и в эти гаражи снимают люди, бельгийцы, именно бельгийцы, которые живут здесь рядышком, вот, и они уже где-то их нашли, поехали на ферму, потому что сколько мы писали, сколько мы звонили, очень воняла канализацией, она прям уже текла, вонище на 1 этаже невыносимо, он просто не отвечает, девочки, ни на письма, ни на телефоны, хотя мы когда заключали контракт, он сказал, что давайте будем минимум коммуникации, ко мне сюда приходить вообще не надо, если что, пишите на электронную почту, которую он вообще не читает, он, наверное, читает только тогда или заходит туда, когда ему, наверное, перестанешь платить
платить. Тогда он, наверное, будет ее, ну, туда заглянет. И люди вот эти, через сколько времени, у них тупо стоит машина, и там течет, извините, канализация. Представляете? Это столько продолжалось времени, ну, это очень долго, пока как бы до него достучались, пока он соизволил как бы вот в эту фирму, приехала, и то к нам звонят, что покажите, где находится эта яма, дайте вот эти ключи какие-то туда-сюда. Говорю, мы откуда знаем, у нас ничего нет, мы вообще арендаторы, мы вообще тут недавно, звоните хозяину. Он говорит, он просто не поднимает трубку. Вы понимаете, что это за тип людей, что просто, все знают, евреи, что вот это не собой представляют. Когда ты говоришь, мы снимаем квартиру, все уже сразу понимают безоговорочно, что да, это просто будет просто минимум всего, чего только можно, зато цена будет запредельная, просто, запредельная, девочки. Таких цен, у них очень дорого всегда, очень дорого. Конечно, в приоритете у бельгийцев снимать квартиры, но мы в свое время, у нас вообще ничего не было, мы приехали без документов, без работы, вообще без ничего. Кто бы нас взял, какие у бельгийцев, очередь стоит со своих бельгийцев, понятное дело, что они сдадут бельгийцу, а не нам, как бы, квартиру. Поэтому вот это был самый такой верняковый случай снять у них. Но это ни в коем случае, у меня вообще нет никакого отношения ни к этим даже, ни даже к хасидам, какие бы они ни были, я неплохо к ним отношусь. У меня нет к ним вообще ни приязни, ни ненависти, ни симпатии. Они довольно-таки, нормальные, милые люди, вот так вот, и у меня вообще нет к ним никакого негатива. Вот, точно так же, как и к другим евреям, вот то же самое совершенно. Вообще, у меня нет непредвзятости, вообще я в этих не участвую сейчас, вот этих сейчас даже каких-то тоже политических вот этих всех вопросов касательно вообще тоже Израиля, я совершенно никак плохо не отношусь, вот совершенно. Я сказала, снимаем у евреев, потому что я хотела дать понять, как здесь говорится, только в отношении того, что здесь просто квартира сдается в состоянии без ничего, просто, совершенно просто, настолько, не то что без ничего, еще и грязная, убитая, может быть, так настолько обшарпанная, что страшно представить. Когда мы об этом говорили в каких-то моментах, у Даши там вообще была прихожая, вообще обои висели, и это, называется, сделал ремонт, мы говорили, что это, он говорит, крась, бери, сама переклеивай, типа, а мне ты можешь сдать точно в таком же состоянии, и все. То есть у них вообще настолько минимум, чтобы было вложений, настолько они прижимистые, что это капец. Но это не меняет моего к ним отношения. Это же не сказывается на отношении моего к ним. Это просто черта такая, показатель чего-то здесь считается. Если сказать, у евреев снимаю, значит, это уже все представляют, что это и как это и почем это. Поэтому вот так. Я совершенно не хотела обидеть в общем еврейскую нацию, тем более говорить о ней плохо. Это вообще, это уму непостижимо. Мне такое даже в голову бы не пришло. Вот, совершенно. Поэтому, я не знаю, честно, так грустно, так печально. Как бы ты ни пытался обходить вот эти темы какие-то щекотливые, все равно ты наступаешь на какие-то грабли, все равно тебе вот это вот дынь по лбу прилетает, вот этот держак, и ты все равно офигеваешь от неожиданности, от того, что ты вообще не хотел ничего плохого никому сказать. Вот правда, я не знаю, как уже вроде бы... И очень сложно, я вам скажу, контролировать каждое слово. Это уже, знаете, не дело. Я вам честно скажу, как у меня было на том канале, мне было очень тяжело психологически уже, когда ты уже настолько тебя со всех сторон, и то не так сказала, и там не так, и это не так, что уже тут я уже просто моя отдушина. Опять, если начнется то же самое, то сказала, то не сказала, то не так сказала, то обидела, то это, конечно, очень тяжело. Контролировать каждое слово думать, ага, не сказала бы, или как-то, что кого-то могла обидеть, оскорбить. С одной стороны, я вас понимаю, конечно, может быть, у кого-то какой-то личный вопрос, очень больной вопрос, какой-то очень насущный, обостренный, я понимаю. Вот, но мне тяжело на самом деле, потому что, да, вот так вот нехотя можно сказать и обидеть кого-то. Вот, чего я совершенно даже не подразумевала и не думала, и понятия не имела, что можно вообще сделать такие выводы. И мне кажется, это вообще ни для кого не секрет. Каждый раз после их приезда в Украину, хасидов, в Умань, все же видят, везде транслируются эти фото, в каком состоянии город, в каком состоянии эти автобусы, гостиницы после них. Мне кажется, это ни для кого не секрет. Вот их вообще черта характера, и совершенно никто, это не умалчивает, и это транслируется, каждый раз, каждый год показывается, что как бы характерно как бы им. Поэтому, не знаю, если из песни слов не выбросишь.
то как тогда объясняться, я не знаю. По поводу школы, Марка, был вопрос. Потому что, ну да, действительно, я озвучила тогда, что такая проблема возникла, девочки. И вам скажу, что по сей день это вообще больная тема. Вот так и остается. Ничего ясности, прям, знаете, прям какой-то ясности конкретной просто нет. Тут есть очень много моментов, которые... ну, я не буду это озвучивать, но мы там присоединялись в свое время там, к международной украинской школе, а учились здесь. То есть, получается, ходишь ты здесь, а экзамены ты, чтобы это легально потом проходило, чтобы ты получил аттестат, легальный, украинский. Числились мы международной, числимся, собственно, до сих пор в международной украинской школе. Вот. И поэтому сейчас, собственно, мы в ней так и числимся, но единственное, что убрали вот эту форму обучения, куда бы он ходил, ну, там, где начитывают уроки преподавателем. Вот. Но что там он сдавал, получается, была все равно в ту школу, чтобы именно для украинского аттестата они сдавали контрольные каждый семестр, там писали тесты по всем предметам, контрольные. Это так и остается. То есть будут они писать текст, тесты, контрольные, все это будет под камерами, но единственное, что из дому и готовиться он будет из дому, то есть здесь учиться. В Акан он идти категорически не захотел, потому что и нет смысла, вот ему следующий год 18 лет исполняется, он английским владеет просто идеально, нам нужен только аттестат, чтобы мы могли куда-то поступить. И он сейчас будет ходить в такую же школу, учить нидерландский язык, ну, на всякий случай, вот, как вот я сейчас хожу, он быстро хватает, он быстро все, ну, то есть нам нет необходимости идти в этот Акан. Тоже не хочу вам рассказывать, что здесь творилось, по крайней мере, наш опыт, я это уже рассказывала, ну, по крайней мере, в нашем районе, здесь школу, которую нас определили, это был ужасный опыт, неприятный, у многих в центре немножко другая история, ну, он после этого не хочет, да, ну, действительно нет смысла нам туда ходить, поэтому, ну, вот так вот сейчас. Он ходит в тренажерный зал, он будет ходить, вот, тут же не то, что когда захотел, тогда и пошел. Вот мы сейчас даем, потом начинают следующая группа, и он пойдет уже в следующую группу на нидерландский, ну и учимся дома. Проходим весь материал, нам дали ссылки, где как проходить, и вот такое. Поэтому очень все грустно, печально, но что делать? Другой альтернативы нет. Или бельгийская школа, ну, там нужно иметь идеальный английский, или Акан, или... Вот что-то другое, собственно, как у нас сейчас и есть. Так что вот, девочки, такие вот главные вопросы, которые прозвучали, я их озвучила. А, еще было, почему вы выбрали Бельгию? Да, потому что, девочки, здесь работы есть, полно работы. Вот кто там не сильно, там, знаете, поддыковый, работу найти можно, даже без языка можно найти, я вам скажу, если постараться. Кто как захочет, тот обязательно найдет. Здесь очень хорошая зарплата. Здесь жизнь, конечно, не дешевая, но зарплаты здесь хорошие. То есть, если вы будете работать муж, жена на обычных работах, вы вполне вытянете свой прожиточный минимум. Вот, здесь очень хорошая зарплата, поэтому мы выбрали Бельгию. Единственное, что очень тяжело на первых порах. Вот, конечно же, нужно вот эти вот, пока ты снимешь квартиру, вот эти все депозиты наперед, нужно заплатить же эти все, здесь называется товар, борг. Ты сделаешь все документы, потом уже, конечно, проще. Вот, но однозначно, как бы вот эти вот вопросы, они в приоритете, что есть работа и есть хорошие зарплаты. Таких зарплат, в принципе, ну, обычно там то молодежи, есть страны, где, да, вот в Люксембурге очень высокие зарплаты, допустим, в Нидерландах, да, в основном же для молодежи, да, как бы какие-то там, ну, вакансии, скажем так, предложения, ну, а здесь как бы все-таки. Вот, сделала я ему душ. Прям хорошенько листочки помыла, опрыскала. Вот. О, как он быстро пьет. Столько воды здесь было, осталось совсем немножко. Все же, наверное, он нуждался. Я, наверное, сильно не буду, да? Для начала хватит. Главное, чтобы он просто не был сухим. Вот. Надеюсь, ему будет у меня хорошо. Иду, знаете, и у меня какое-то такое ощущение, вот я его несу, какое-то ощущение, что это какая-то, вот, знаете, живая душа, которая вот просто
ну, которая просто осталась на улице, и вот она нуждается в каком-то, в какой-то защите, и что как ему тяжело, что он не знает, вот так вот его выставили, в какие руки он попадет. Боже, такое развела, такое у меня вот ощущение было, что я вот шла его, несла в руках и мысленно с ним разговаривала, что ты не переживай, тебе будет у меня хорошо, по крайней мере, я попытаюсь, чтобы у тебя было ко мне, у меня хорошо, но я не знаю, конечно, как что в итоге получится, потому что, зная опыт с другими цветами, но вот этот, смотрите, как, ну, прекрасно себя чувствует. Вот, ну, в общем-то, мне его было жалко почему-то, и почему-то я его ощущала какой-то, знаете, как какой-то вот живой организм какой-то с душой, и ну, вообще, вот. В общем, вы меня поняли, не буду дальше говорить, потому что еще подумайте, что у меня не все дома. Ну вот как-то так, да. Да, кстати, по поводу Дашиного канала и видео, ссылочки на видео. Как раз Даша сейчас зашла, я ей передаю слово, она сейчас сама вам все Всем расскажет. привет! Хочу поблагодарить свою маму за то, что дает мне слово, а еще за то, что она меня во всем поддерживает, потому что, если честно, я дико стесняюсь, и, короче, у меня какое-то очень большое сопротивление, но я начала снимать видео. До этого у меня была долгая история, где я снимала видео на английском языке на определенную тему, вот, и все это дело продвигалось не очень хорошо. Но тут мне недавно приснился сон. Я не буду рассказывать, может быть, когда-то расскажу в своих видео подробно, но в общем и целом я создала другой канал и начала снимать видео на украинском языке, вообще никак не относящиеся к тем темам, на которые я собиралась снимать раньше. Мое первое видео про то, что я купила себе, покупки из одежды, которые я купила себе на осень, и мои рассуждения на тему гардероба. Честно, в этом видео я была максимально с собой, максимально простой, максимально без каких-то этих, и от этого мне кажется, что я какая-то глупенькая, странненькая и все такое. Во мне очень много какого-то сопротивления и стыда о том, чтобы показывать это другим людям, но, честно говоря, мне хочется быть собой, и мне хочется переступать через свои какие-то, через свое стеснение, через свой стыд непонятно откуда взявшийся и все остальное. И мне хочется делать то, что я делаю, так у меня получается. Так что я часто появлялась раньше у мамы в видео, и вы писали замечательные комментарии мне, что вам нравятся мои рассуждения, нравлюсь я, мне всегда было очень приятно. И если вам интересно, и вы хотели бы смотреть мой контент, который я еще сама не совсем понимаю, какого рода он будет, но тем не менее, переходите по ссылочке, я буду рада вас там видеть. Мамочка оставит у себя в описании ссылку. И да, спасибо вам большое за внимание. Хорошего дня. Хорошенькая, вроде бы такая. Сметана? Угу. Такая вроде бы густенькая. Еще как бы желтенькая, или то мне так кажется. Цвет такой. Класс, хорошенькая такая на вид. Я, правда, не пробовала ее, не хочу пробовать. Но такая, ничего. Прям стоит в креманочке. Такая. Я попробовала одну на готовность, святое дело. Они такие сочные. Прям, когда надкусываешь, прям сок брызжет. Ну, сочный фарш. Это правда вкусно. Сметана тоже неплохая. Неплохая, вкусная сметана. Прям сливочная такая вкусная, не кислая. И не как вода, и не как творог. Знаете, такая бывает какая-то странная такой консистенция. Прям как крем. Сомневаюсь я, конечно, чтобы она там была натуральная, но, по крайней мере, она вкусная и приятная.
нравится, что тесто, знаете, не стало таким рыхлым, таким переваренным. Бывает, вроде бы и варишь недолго, ну, готовый. И все, тесто уже такое прям какое-то расквашенное, чем оно, не знаю, месяца. Это прям хорошенькие такие, смотрите, идеальные, я бы сказала. Я же тебе сказал, что хватит, конечно.